Сегодня пойдет речь про игровые ноутбуки, но уже на этот раз комфортные для пользования диагональю 17 дюймов. Как говорится, вы писали, вы просили, вот вам топ, мои родные. Стоит сказать, что стандартная диагональ 15,6 дюймов для большинства пользователей это как золотая середина, но, к сожалению, даже ее не всегда всем хватает. Помимо этого, 17-дюймовые ноутбуки в некоторых моментах даже превосходят стандартные 15,6, не только в размере экрана. Например, в охлаждении, благодаря своим размерам у них есть достаточное пространство для установки более мощных охлаждающих компонентов с лучшей тепловой эффективностью для поддержания их эффективной работы, не говоря уже про размер клавиатуры и аудиосистему. Если вдруг вы решили, что на нем можно только играть, то нет. Данный ноутбук может стать отличным инструментом для вашей повседневной работы. Ведь с большим экраном легче работать, над редактированием графики, строить 3D модели и даже программировать. Так что, друзья, представляю вашему вниманию топ-5 лучших игровых ноутбуков с диагональю экрана 17 дюймов на сегодня. Буду очень благодарен вашему лайку и комментарию, поверьте, для моего канала это очень важно. И мы начинаем. Первый ноутбук от компании HP Omen 17, средняя стоимость 105 тысяч рублей. Данная модель обладает прочным корпусом с интересным геймерским дизайном, при этом производитель постарался сделать его максимально компактным. Уменьшены рамки вокруг дисплея, несколько сдвинута клавиатура от краев, толщина стала еще чуть тоньше в сравнении с предшественником. Крутой красный логотип и фактурный черный корпус, крышка которого, кстати, открывается одной рукой. У HP Omen 17 просто отличная система охлаждения. В частности, речь идет про принципиально новую конструкцию основного вентилятора. В нем более крупные лопасти другой формы. Предусмотрен двигатель трехфазного формата. В совокупности с новым гидродинамическим подшипником обеспечивается высокая теплоотдача. На клавиатуре есть отдельная кнопка Omen Command Center. С ее помощью можно настроить различные параметры ноутбука. Конечно же, не обошлось без RGB подсветки. Также в устройстве есть большое количество портов для подключения различной периферии. 3 USB 3.1, HDMI, Mini DisplayPort, Thunderbolt 3, картридер, RJ45, разъем для микрофона и комбинированный разъем для наушников. 17-дюймовый IPS дисплей с антибликовым покрытием и разрешением матрицы 1920 на 1080, а частота обновления экрана 144 Гц. И присутствует поддержка технологии от NVIDIA G-Sync. Экран матовый, запаса яркости хватает и картинка хорошая. Для игр самое то. По железу работает ноутбук на базе 4-ядерного процессора от Intel Core i5-10300H. 8 потоков с базовой тактовой частотой 2,5 ГГц, а максимальная 4,5. Объем оперативной памяти 16 ГБ DDR4 с частотой 2933 МГц. Помимо этого, быстрый SSD накопителем 2 PCI-Express 3.0 на 512 ГБ. А видеокарта от NVIDIA GeForce RTX 2060, она оснащена 6 гигабайтами видеопамяти. Ноутбук хорошо справляется с практически всеми современными играми в Full HD разрешении при максимальных настройках. Но в некоторых более прожорливых играх, конечно, следует понизить качество графики, чтобы добиться стабильных 144 кадра. При наличии такого охлаждения несложно догадаться, что ноутбук шумный, зато комплектующие в ноутбуке хорошо охлаждаются, но опять же это зависит от задач. Если вы запускаете ресурсоемкие программы или игры, то да, кулеры будут работать на максимум. Если же вы запускаете простенькие программы или серфите в интернете, тогда ноутбук будет работать бесшумно. В режиме игр ноутбук проработает не более 90 минут, а максимальное время работы при минимальных нагрузках с яркостью 30% ноутбук проработает 4,5 часа от аккумулятора. Благо ноутбук заряжается быстро, на 50% всего за 45 минут, так что пойдет. Друзья, хотел напомнить, все те модели, про которые я рассказываю в своих топах, не существуют исключительно с одной такой конфигурацией и только за такую цену. Помните, линейки ноутбуков, как правило, существуют с нескольким количеством конфигураций от 2 и больше. Я просто выбираю для вас наиболее оптимальный вариант из всех на рынке ноутбуков, существующих на сегодняшний день, исходя из своих личных соображений, но при этом принимая во внимание все аспекты устройств. Сложного здесь абсолютно
абсолютно ничего нет, захожу на e-каталог и выбираю по нужным мне параметрам ноутбуки, смартфоны или мониторы, смотря что в данный момент меня интересует. Если у меня есть определенный бюджет, я сразу же могу ограничить сайт по цене, и круг поиска значительно сужается, что тем самым облегчает и ускоряет мой поиск. Ставлю необходимую диагональ, разрешение, нужный объем памяти, год выпуска ноутбука, чтобы не был древним, даже могу определенный бренд выбрать и чисто по нему искать. Но что самое главное, выбрать нужную мне видеокарту и процессор. Например, сейчас я больше отдаю предпочтение процессорам от AMD, хотя еще совсем недавно всем напропалую задвигал Intel и только Intel. А теперь все, профилонили вы свое счастье Intel, стоило чуть расслабиться, сильно в себя поверить, мол, за нами весь бизнес-сегмент, и те мы поставляем, и для Apple мы делаем, а тут хоп, и все, AMD впереди планеты всей. С их производительностью даже то, что они горячие, никого вообще не волнует, даже меня. Сам перешел с i5 8500 на Ryzen 5 3600 и вообще ни капли не жалею. Просто более шустрый, производительный, монтаж стал быстрее, удобнее, без всяких потормаживаний там, в общем, мне нравится. Ладно, что-то мы отвлеклись, давайте продолжим. Следующий ноутбук от компании Acer, модель Nitro 5. Средняя стоимость 116 тысяч рублей. Каждый, кто искал когда-либо игровой ноутбук, 100% натыкались на линейку Nitro. Корпус устройства целиком выполнен из матового пластика. Дизайн сдержанный, лишь RGB подсветка клавиатуры, которую можно включать или выключать, несколько выдает свое предназначение. Сборка нормальная, клавиатура не прогибается и ноутбук стоит на столе устойчиво. На днище корпуса расположились отверстия для забора холодного воздуха. Система охлаждения Acer Nitro 5 обладает тремя теплотрубками и двумя вентиляторами тангенциального типа. По разъемам слева гнездо для замка Kensington, вентиляционные отверстия, RJ45, пара портов USB 3.2 и комбинированный разъем для подключения гарнитуры. На правом торце HDMI, USB 3.2, Type-C и еще одна зона с отверстиями для вентиляции. А на тыловой части корпуса порт для зарядки. Acer Nitro 5 оснащен 17,3-дюймовым IPS экраном с разрешением Full HD 1920 на 1080 с частотой обновления экрана 144 Гц и временем отклика 3 миллисекунды. Помимо этого существуют конфигурации, это то, о чем я вам говорил, с разрешением Quad HD и частотой кадров 165 или 360 Гц. Экран матовый с хорошей цветопередачей и хорошим запасом максимальной яркости. Ноутбук открывается без проблем одной рукой, максимальный угол около 145 градусов, тачпад средних размеров, кнопками не отделены. Но размера и чувствительности достаточно более чем для повседневных задач. По железу в ноутбуке установлен весьма производительный 8-ядерный процессор AMD Ryzen 7 5800H. 16 потоков, базовая тактовая частота 3,2 ГГц, а максимальная 4,4. Объем оперативной памяти 16 ГБ DDR4 с частотой 3200 МГц. Работает, кстати, в двухканальном режиме. А максимально поддерживаемый объем памяти 32 ГБ. Помимо этого, быстрый SSD накопитель M2 PCI-Express 3.0 на 512 ГБ. В качестве дискретной графики выступает видеокарта от Nvidia GeForce RTX 3060. Она же оснащена 6 гигабайтами видеопамяти. На таком ноутбуке можно смело запускать топовые игры с высокими настройками графики. Производитель обещает до 9 часов автономной работы, в реальных же условиях Nitro 5 показал почти 5 часов, что для 17-дюймового ноутбука с такой комплектацией более чем. Следующий ноутбук от компании Asus ROG Strix G17, средняя стоимость 117 тысяч рублей. Дизайн линейки ROG Strix концептуально не меняется из года в год, лишь мелкие детали несколько выглядят по-другому и акцент оформления выполнены чуть иначе. На левом торце корпуса мы видим решетку системы охлаждения, два порта USB 3.2 и комбинированный аудиоразъем 3,5 мм. Справа аналогичным образом размещены решетка и световод, больше ничего. Ведь все остальные интерфейсы разместились на тыльной стороне корпуса. Круглый разъем питания, RJ45, HDMI, USB 3.2 и USB Type-C.
Для отвода тепла используется 6 тепловых трубок, а в качестве термоинтерфейса применяется жидкий металл. Тепло рассеивается на 4 радиаторах, расположенных вокруг вентиляторов, нагретый воздух выбрасывается слева и справа за дисплеем, а забор воздуха осуществляется снизу и сверху корпуса. Во время требовательных игр или приложений работу охлаждения слышно, но это не вызывает напряжения или дискомфорт. Клавиатура обладает RGB подсветкой с возможностью ручной настройки. Пользователь может выбрать один из готовых режимов подсветки или создать свой собственный. Достаточно крупный тачпад выделен светлым оттенком и выполнен из шлифованного стекла. В ноутбуке установлен матовый IPS дисплей с диагональю 7,3 дюйма и разрешением 1920 на 1080. А вот частота обновления экрана и цветовое пространство могут отличаться. Предусмотрено два варианта с частотой 144 Гц и покрытием 62,5 sRGB, а также 300 ГГц и 100% sRGB. Последний вариант обладает временем отклика 3 миллисекунды. У экрана хорошие углы обзора, цвета, в общем, все на уровне. За производительность отвечает 8-ядерный процессор Ryzen 7 5800H. Все то же самое, 16 потоков, базовая тактовая частота 3,2 ГГц, а максимальная в турбобусте 4,4 ГГц. Два слота под оперативную память используются модули DDR4 с частотой 3200 МГц, объем памяти 16 ГБ. SSD накопителем 2 PCI-Express 3.0 на 512 ГБ и дискретная видеокарта от Nvidia RTX 3060 на 6 ГБ видеопамяти. Да, производительность данной модели могла бы быть еще выше, но даже при наличии такого железа в любых современных играх будет полет нормальный. 5,5 часов ноутбук отработает при просмотре Full HD видео и около 1,5 часа в режиме игр. Модель удачная и сбалансированная во всех отношениях. Следующий ноутбук от компании MSI GS75 Stealth 10 SE. Средняя стоимость 127 тысяч рублей. Ноутбук смотрится очень симпатично, качество сборки отмечают на уровне, корпус алюминиевый, есть золотая отделка, сделанная из металла. И таким же образом сделана решетка для вытяжки под металлическое золото. В ноутбуке есть 3 USB порта, один из которых поддерживает Thunderbolt 3, 2 USB Type-C и DisplayPort HDMI, слот замка Kensington, RJ45, слот microSD, микрофонный вход и выход на наушники. Почти половина нижней крышки представляет собой вентиляционную решетку, дополнительные вентиляционные отверстия перед экраном на фронтальной части корпуса, по бокам и на тыльной стороне. Наличие 7 тепловых трубок и 3 крупных вентиляторов с лопастями толщиной 0,1 мм. Клавиатура здесь хорошая и достаточно просторная, есть подсветка RGB, а чуть ниже расположился тачпад со стеклянной поверхностью. 17-дюймовый IPS экран матовый с разрешением 1920 на 1080 Full HD, а частота кадров здесь целых 244 Гц, что очень и очень круто. Узкие рамки с 3 сторон, а цветовой охват составляет 100% sRGB и 67% Adobe RGB. По железу в ноутбуке установлен производительный 6-ядерный процессор от Intel i7-10750H, 12 потоков, базовая тактовая частота 2,6 ГГц, а максимальная в турбобусте целых 5 ГГц. Объем оперативной памяти 16 ГБ, DDR4 с частотой 3200 МГц, при том, что максимальный объем поддерживаемой материнской платой составляет 64 ГБ. Также быстрый SSD накопителем 2 PCI-Express 3.0, все то же самое на 512 ГБ. А в качестве дискретной графики выступает видеокарта от Nvidia RTX 2060 на 6 ГБ видеопамяти. Как заявляет производитель, данный ноутбук способен проработать от аккумулятора целых 7 часов. Но на практике же у вас выйдет проработать на нем до 5. Что еще сказать, данный ноутбук отлично подойдет для геймеров, быстрый монитор с отличной цветопередачей, мощное железо и хорошая система охлаждения. И последний ноутбук, также от компании MSI, да, фанаты ликуйте, модель GP76 Leopard.
Новинка Leopard представлена в элегантном черном корпусе, логотип стал полностью черным, избегая фирменных красных акцентов, которые так любит расставлять MSI. Корпус ноутбука выполнен из пластика и металла, конструкция достаточно прочная, верхняя крышка не прогибается, клавиатурная подложка также не подвержена деформации. На левой грани корпуса производитель расположил один USB 3.2 и комбинированный аудиоразъем 3,5 мм. С правой же стороны еще два порта USB 3.2, а все остальные же интерфейсы уже расположились на задней части корпуса. Это HDMI, разъем RJ45 и порт USB Type-C с поддержкой DisplayPort. Использование 6 тепловых трубок и 2 вентиляторов с 4 радиаторами обеспечивает хорошее охлаждение и стабильную работу ноутбука. Клавиатура киберспортивного бренда SteelSeries, разработанная специально для MSI, снабжена полноценной подсветкой, настраиваемой индивидуально для каждого. Тачпад качественный, с хорошей точностью обработки касаний, достаточной площадью и приятным матовым покрытием. Матовый IPS дисплей с диагональю 17,3 дюймов и разрешением 1920 на 1080 Full HD. Частота обновления экрана 144 Гц, обладает удобными углами обзора, имеет хорошую контрастность и почти покрывает 100% sRGB. Максимальная яркость выше 300 нит. Работает ноутбук на 8-ядерном процессоре от Intel Core i7-10870H. 16 потоков, базовая тактовая частота 2,2 ГГц, а максимальная в турбобусте целых 5 ГГц. Объем оперативной памяти 16 ГБ DDR4 с частотой 3200 МГц, а максимальный объем поддерживаемой памяти составляет 64 ГБ. SSD накопителем 2 PCI-Express 3.0 на 512 ГБ, а за саму игровую производительность отвечает видеокарта от Nvidia GeForce RTX 3060 с 6 ГБ видеопамяти. Время автономной работы MSI Leopard составило до 5 часов в режиме просмотра видео. MSI GP76 Leopard просто отличный игровой ноутбук. Качество сборки и прочность конструкции находится просто на высочайшем уровне. Дисплей отличный, а железо мощное. Из недостатков могу выделить лишь его цену, в остальном же ноутбук просто супер. Народ, очень надеюсь, что в данной подборке вы смогли для себя выделить несколько моделей, которые пришлись вам как по душе, так и по карману. Остальное только прийти в магазин, пощупать их лично и принять собственное решение. Очень надеюсь, что ролик вам понравился, было интересно, полезно и по существу. Если это так, тогда обязательно не забудьте оценить его лайком. Пишите в комментариях, какой ноутбук вам понравился больше всего. Не забывайте подписываться на канал, если вдруг еще не подписаны. Обязательно жмякайте на колокольчик, чтобы не пропускать новые интересные и познавательные видео. А меня зовут Влад, вы смотрели канал The White You. До скорого!